Хочешь менять мир, менять себя. Жизнь кинула карты, приготовься к игре и строить конь из неба, тебе же смешно. Смелый герой станет один за всех, и все, и все, и все за одного. Уважаемые коллеги, друзья и все, кто следит за ходом резонансного дела об убийстве Ирины Фарион. Как независимый юрист, я, Валерий Табаков, освещаю процесс, анализирую доступную информацию и сегодня хочу поделиться последними обновлениями на 26 января 2026 года. Жизнь кинула карты, приготовься к игре и строить конь из неба, тебе же смешно. Смелый герой станет один за всех, и все, и все, и все за одного. Я не представляю ни одну из сторон, а лишь стремлюсь к максимальной прозрачности и объективности. 22 января 2026 года в Шевченковском районном суде Львова состоялось очередное заседание по делу Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Согласно сообщению Укринформ, заседание было перенесено из-за повторной неявки адвокатов стороны защиты. Мы посмотрим сейчас текст статьи Укринформ, где это отмечено. А теперь, друзья, посмотрим, что же происходило на заседании 22 января 2026 года по делу Фарион. Как сообщает Укринформ, заседание было перенесено в связи с неявкой адвокатов стороны защиты Зинченко через канцелярию от Вороняка. Поступило ходатайство о том, что он на больничном, а в день заседания, 22-го, перед самим заседанием, от Сулеймы заява о том, что он в связи со своей болезнью просит перенести заседание на следующую дату. Какая же дата была назначена? Вот здесь вот пишут, что заслушав мнение участников заседания, коллегия судей приняла решение продолжить перерыв до 5 февраля. Также этот перенос подтвержден видеозаписью заседания суда, опубликованной в телеграм-канале «Львовская мануфактура новостей». Смотрим это відео. Продовжити перерву в судовому засіданні з підстав відсутності захисників у судовому засіданні таких клопотань про продовження перерви. Чергове судове засідання призначено 5 лютого 14 година. В видео зафиксировано, что объявление о новой дате было сделано публично в зале суда. Судья объявил, что перенос назначен до 5 февраля 2026 года на 14:00. И судья сказал, что именно в это время, в эту дату будет заседание. Однако я, проверив официальное расписание работы Шевченковского районного суда Львова на сайте суда, не нашел никаких упоминаний о заседании по делу Фарион Зинченко на 5 февраля 2026 года. Посмотрим, что там у нас в расписании. А теперь обратимся к сайту Шевченковского райсуда города Львова. Вот здесь мы видим страничку, где указан список дел, которые назначены для рассмотрения. 3 февраля, здесь дата,
Но нас интересует дата 5 февраля. Это вот пока еще 4, вот уже 5, да? Мы там видели, что эта дата на 14:00 была перенесена. В составе коллегии Невойт, Баева и Эдер. Но пока вот видим, что на 5 число в списке назначенных дел нету. Вот уже 6. И что же здесь по 5? Вот, значит, уже 6, а здесь вот 5 на 12:30. Это последнее, которое внесено в расписание суда. Но здесь нету Зинченко. Вот все дела, которые на 5 число. И вот то же самое раннее. 5 это 9:40. Но вот этого нашего заседания, где Невойт, Баева и Эдер, мы здесь в списке не видим. Поэтому, вероятнее всего, это дело не внесено в расписание. И будет ли оно рассмотрено, это еще вопрос. Видим, что 5 февраля в расписании заседания по делу Фарион нету. Почему информация о переносе на 5 февраля не отражена в официальном расписании? Это может быть либо технической ошибкой, что случается, либо задержкой в обновлении календаря, либо сознательным решением не публиковать данные по этому делу на данном этапе. Учитывая, что это уже 2 подряд перенос по причине явки адвоката, возникает закономерный вопрос: не используется ли такая тактика для искусственного затягивания рассмотрения дела? Обвиняемый находится под стражей, арест продлен до 9 марта 2026 года без права залога, и дальнейшие переносы могут повлиять на сроки свидетелей и общественное восприятие процесса. В контексте дела стоит упомянуть также свежие новости от ТСН о задержании предполагаемого агента российской разведки. Смотрим этот фрагмент. Контррозвідка СБУ спільно із спецслужбами Великої Британії викрила британця, причетного до убивств українських політиків Андрія Парубія та Ірини Фаріон. За даними джерел видання «Українська правда», йдеться про Роса Девіда Катмора, який за завданням російських спецслужб шпигував та вчиняв диверсії в Україні. За словами співрозмовника часопису, Катмор прибув в Україну як військовий інструктор для підготовки українських бійців. Слідство вважає, що британець завозив та розподіляв в Україні зброю, з якої вбиті Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій. Зброю для цих убивств йому передали російські спецслужби. Тепер російського агента затримали, він перебуває під вартою. По версии следствия, британец Росс Катмор работал на РФ под видом инструктора ВСУ. По версии следствия, он поставлял и распределял оружие, использованное в убийстве Демьяна Ганула, Ирины Фаріон и Андрея Парубия. Он задержан, находится под стражей, и ему грозит пожизненное. Это открывает возможный международный аспект дела и поднимает вопросы о мотивах и организаторах убийства. Итак, на сегодня главный вопрос. Состоится ли 5 февраля 2026 года в 14:00 судебное заседание по делу Фаріон-Зинченко, как было объявлено в зале суда? Или нас с вами ждет очередной перенос в расписании? Пока официального подтверждения нет, а практика последних месяцев вызывает обоснованное сомнение в оперативности процесса. Друзья, я продолжу мониторить ситуацию, проверять обновления на сайте суда и в СМИ и буду информировать вас о любых изменениях. Прозрачность и
неотвратимость правосудия – это то, чего мы все ждем в этом деле. Оставайтесь на связи. Если моя работа по освещению и анализу этого дела полезна для вас, поддержите ее донатами. Любая сумма поможет продолжать независимый мониторинг и публикации без цензуры и без давления. Спасибо за поддержку и доверие. Вместе мы добьемся правды. С уважением, Валерий Табаков, независимый юрист, освещающий ход дела. Хочешь менять мир, менять себя. Жизнь кинула